что на самом деле произошло между Чингуком и Тэхёном после праздников? Почему Тэхён внезапно уехал в Лос-Анджелес? И почему реакция Чингука всех удивила? Эта история гораздо глубже, чем кажется. Дочитайте до конца, чтобы все понять. Вернулся в Индекс Buying, верно? Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы первыми узнать, что будет дальше. Но что бы вы сделали, если бы тот, кому вы так доверяли, внезапно исчез, а когда появился, то оказался на другом конце света, неся за своей улыбкой невысказанное послание? Этот вопрос теперь не дает покоя миллионам поклонников по всему миру. После того, как один простой инцидент превратился в тайну, потрясшую сердце многих, Тэхёна видели в Лос-Анджелесе после долгого отпуска. Но именно реакция Чингука сделала все гораздо сложнее, чем просто отпуск. Многие из нас могут подумать, что это просто обычное перемещение мирового айдола, звезды, которая вольна отправляться куда угодно. Но так ли это на самом деле? Почему отъезд Тэхёна был таким внезапным? Без официального заявления, без явных следов и даже без малейшего жеста в сторону публики, особенно Чингука, человека, который в глазах армии никогда не расставался с ним. Спор впервые обострился, когда на одном из фан-сайтов было опубликовано размытое фото мужчины в повседневной одежде, маске и черной шляпе, выходящего из международного аэропорта Инчхон. Сначала ничего подозрительного не произошло, пока не обнаружилась одна маленькая деталь – серебряное ожерелье с небольшим V-образным кулоном на шее. Вскоре фотография широко разошлась, сопоставляясь с предыдущими фотографиями Тэхёна в похожих украшениях. Интернет взорвался домыслами, Тэхён прилетел в Лос-Анджелес один. Вопрос был не только в том, почему, но и в том, почему именно сейчас, ведь этот момент произошел всего через 2 недели после публикации их совместного видео с отпуска. Видео, казалось, было наполнено теплом и смехом, словно ничто не могло их разлучить. Но реальность часто хранит то, что не запечатлела камера. И теперь все взгляды прикованы к единственному человеку, который не комментировал эту новость с момента ее появления, Чон Чингуку. Но молчание продлилось недолго. Чингук появился в прямом эфире через несколько дней после того, как фотография Тэхёна в Лос-Анджелесе стала вирусной. Однако вместо того, чтобы прояснить ситуацию или сделать заявление, он промолчал. Первые 7 минут он сидел молча, глядя в камеру, с бесстрастным выражением лица. На фоне играла лишь тихая музыка, а изредка доносилось его глубокое дыхание, создававшее впечатление, будто он что-то хотел сказать, но не мог. Затем он рассмеялся, не радостным смехом, а таким, что любому, кто его слышал, стало не по себе. За коротким смешком последовала медленная фраза, которая нашла глубокий отклик в сердце каждого зрителя. «Иногда кажется, что ты кого-то знаешь». Что это значило? Пассивная агрессия? Сарказм? Или просто слова человека, пытающегося понять то, что он сам не мог переварить? Фанаты отреагировали мгновенно. В чате царили комментарии, замешательство, беспокойство и бесчисленные интерпретации. Многие отметили, что Чингук выглядел так, будто сдерживал слезы. Другие предупреждали, что это не первый раз, когда он скрывал что-то важное. Тем временем, на другом конце света, Тэхён был замечен на частном мероприятии в Беверли-Хиллз. Он был одет в бежевый костюм и выглядел спокойным. Он улыбался папарацци, небрежно шагая, словно никакой бури не предвиделось. Но когда репортер спросил его о местонахождении Чингука, он просто улыбнулся и помахал рукой, не ответив ни слова. Почему не было связи? Почему они оба молчали? Или, скорее, что они скрывали от мира? Источник, близкий к ним, сообщил, что в последние недели между ними возникло довольно резкое расхождение во взглядах, но отказался вдаваться в подробности. Некоторые считают, что это просто недоразумение, как это часто случается в любых человеческих отношениях. Но другие чувствуют, что происходит нечто большее, что-то давно скрытое, но теперь начало выходить на поверхность. Еще интереснее то, как изменилась динамика всей группы BTS после этой новости. Чимин стал активнее, выкладывая фотографии с другими участниками, словно желая показать, что все в порядке. RM сделал загадочный комментарий на Уиверс о времени,
которая все объяснит. Шуга, как всегда, предпочел молчание. Джин и Джей Хоуп ответили легкомысленно, пытаясь разрядить обстановку юмором. Но общественность нелегко было убедить. Спор снова обострился, когда всплыло старое видео прошлого года, на котором Чингук и Тэхён спаррингуются за кулисами одного мероприятия. Тогда фанаты посчитали это шуткой. Но теперь на это смотрят с другой стороны. Было ли это ранним признаком трещины в их отношениях? Каково это – быть двумя молодыми людьми, которые выросли вместе, которых обожали друг друга и которым нужно поддерживать безупречный образ перед миллионами глаз? Заставит ли это давление в конечном итоге одного из них отойти, пусть даже на время? Речь идет не только о двух артистах. Речь идет о двух людях, которые так много пережили до нас, а теперь кажутся двумя точками на противоположных концах света, как в прямом, так и в эмоциональном плане. Затем произошел шокирующий поворот. Стилист, близкий к BTS, опубликовал на Weverse загадочное сообщение, а затем удалил его. Иногда кто-то предпочитает молчать не потому, что ему все равно, а потому, что он слишком глубоко разочарован. Пост быстро распространился среди ARMY, породив новые теории. Было ли это направлено против Тэхёна и Чингука? Или это просто совпадение? В любом случае, появился еще один кусочек головоломки. Поклонники начали искать подсказки, пересматривать старые клипы, анализировать тексты песен, язык тела, взгляды и жесты. Затем, по иронии судьбы, Big Hit выпустил загадочный тизер предстоящего проекта BTS. В 30-секундном видео были показаны два силуэта, стоящие спиной к спине, под меланхоличную музыку и одну подпись в конце. Не все нужно понимать. Это было искусство или символическое послание от агентства? Спустя несколько часов Чингук опубликовал историю в Instagram, которая с новой силой оживила дискуссию. Он выложил старую фотографию себя и Тэхёна, сидящих на краю концертной сцены, оба усталые, но улыбающиеся, с короткой подписью. До того, как все стало сложнее. Поклонники сразу узнали фотографию с их концерта до пандемии, момент, навсегда запечатленный в памяти. Была ли это ностальгия? Скрытое послание? Тоска по более простым временам? В течение 24 часов Тэхён не ответил. Ни комментариев, ни репостов, ни лайков. Ничего. Тишина, но каким-то образом тишина оказалась громче слов. 2 дня спустя Чингук снова появился, на этот раз в японском интервью, посвященном его сольному синглу. Когда его спросили о внутренней динамике BTS на фоне слухов, он замолчал, опустил голову и вздохнул, прежде чем тихо ответить. Бывают моменты, когда чувствуешь, что нужно выбирать между заботой о любимом человеке и заботой о себе. Иногда невозможно сделать и то, и другое. Цитата распространилась как лесной пожар. Имелся ли в виду Тэхён или что-то более глубокое? Тем временем появились сообщения о том, что поездка Тэхёна в Лос-Анджелес была не просто отдыхом. По сообщениям, он работал над совместным проектом с известным американским музыкантом. Источники утверждали, что план был составлен давно, но Чингуку о нем никогда не говорили напрямую. Если это правда, это было не спонтанно. Это было сделано намеренно и втайне. Как мог тот, кто когда-то называл Тэхёна «домом», позволить ему уйти, не сказав ни слова? Вскоре после этого появилось видео, на котором Чингук ночью выходит из звукозаписывающей студии в Сеуле в серой толстовке с капюшоном и маске. Внимание фанатов привлекла не его внешность, а то, что он нес старый аналоговый фотоаппарат. Тот самый, которым он путешествовал с Тэхёном. Совпадение или молчаливый символ тоски? Мнения ARMY разделились. Некоторые говорили, что это личное, не наше дело. Другие утверждали, что, будучи свидетелями их связи, они имеют право беспокоиться. И среди всего этого шума одна истина становится яснее: эта история больше, чем кажется. Это не просто отчуждение двух друзей. Речь идет о потере, о которой так и не объявили, о разговоре, который так и не закончился, и о вопросах, оставшихся без ответа.
Ходят слухи, что HYBE скоро сделают важное заявление, возможно, о новом направлении развития каждого из участников, включая Чингука и Тэхёна. Если это правда, реальность изменится, и отношения могут раскрыться с новой стороны. Но прежде чем наступит этот день, остается один вопрос. Это отчуждение временное или начало чего-то, чего мы даже не могли себе представить? Тишина становится все громче, и даже погода, кажется, отражает эти эмоции. В Сеуле 3 ночи подряд лил проливной дождь. Для кого-то это был просто дождь. Для других он казался отражением их невысказанной скорби. На вторую ночь Чингук снова опубликовал пост, просто фотографию залитого дождем окна, сопроводив ее всего одним эмодзи. Без слов, но каким-то образом он сказал все. Потому что иногда один безмолвный символ может быть душераздирающе тяжелее тысячи предложений. Это заметили не только фанаты. Хореограф, близкий к BTS, опубликовал старое видео с репетицией Тэхёна и Чингука с подписью «Когда энергия ощущалась цельной». Статью быстро удалили, но ее влияние осталось. Потому что одно можно сказать наверняка, эта история далека от завершения. На самом деле, она, возможно, только началась.